Второй день у нас будет насыщенный. Посетим долину Халкадалур, заберемся на ледник на снегоходах и посмотрим несколько водопадов. Сегодня достаточно пасмурно с утра, но погода в Исландии меняется каждый час, поэтому это не проблема. Всего за день мы должны проехать около 350 километров. Первая остановка в долине Халкадалур. Этот знак предупреждает, что мы здесь на свой страх и риск, а также что ближайший госпиталь находится в 62 километрах отсюда. Место, где расположено порядка 40 горячих источников, а также мощные гейзеры Стропкур и Гейсир, которые извергаются с разной периодичностью. Само название гейзер происходит от исландского гейза – хлынуть. Стропкур выбрасывает струи горячей воды каждые 5-10 минут, порой несколько раз подряд, выстреливая пары на высоту до 20 метров. Гейсер – это большой брат Стропкура, что дал свое имя гейзерам по всему миру. Гейсер извергается очень редко, часто затихая на несколько месяцев или даже лет. Высота выбрасываемой им воды достигает 60 метров. Температура воды в гейзере на поверхности до 80 градусов, а в канале на некоторой глубине до 120 градусов. Повезет ли нам сегодня увидеть гиганта в действии? Не факт. Прождав около 20 минут, мы увидели 3 извержения разной степени мощности Стропкура. Но больше ждать нельзя, нам нужно спешить на ледник. У нас был забронирован тур с фирмой Mountaineers of Iceland. Всего собралось около 25 человек, нас погрузили в такой огромный суперджип. Мы поехали к базовому лагерю. В базовом лагере нам выдали комбинезон, перчатки и шлем. Потом обратно в суперджип, и вот мы уже на пути к леднику, еще около километра 2. Однако дороги как таковой уже больше не было. На обычной машине или даже на внедорожнике типа Mitsubishi Pajero там не проедешь, только на таких суперджипах. Как можно заметить, ледник тает, и мы стоим по щиколотку в бегущей воде. Подъехав к самому леднику, мы увидели стоянку со снегоходами. С нами провели инструктаж по вождению, что было очень кстати, так как я никогда раньше не ездил на снегоходе. Наш гид рассказал, что в зимнее время года снег обычно лежит прямо у базового лагеря, и в зимнее время тур начинается оттуда. В плане безопасности все достаточно строго. Все участники едут по заранее подготовленному и проверенному маршруту, один за одним, держа десяток метров дистанции. Если кто-то по пути переворачивается или еще какая проблема, весь караван останавливается и ждет. Самое время, чтобы насладиться видами. Кстати, упасть или перевернуть снегоход достаточно просто, если не смотреть, куда едешь. Средняя скорость около 27-30 км в час. Добравшись до снежного плато, у всех было пара минут пофотографироваться. Мы сейчас только что остановились на половине нашего пути поездки на ледник. Еще осталось кататься минут 30. Это мой первый раз на снегомобиле. Никогда раньше не пробовал. По ощущениям похоже как на картинге, только немножко больше ухабов. Подпрыгиваешь, иногда периодически попадаются такие достаточно широкие трещины, сантиметров 20-30, где мы проезжали еще по льду, где еще снега не было. Вот так, в принципе, супер. Никакого ветра нет, непогоды нет, видимость отличная. Хотелось бы, конечно, в следующий раз очки взять,
чтобы не слепило от яркости. А так вообще клево. Уже на пути назад мы ехали прямо сквозь дождевую тучу, но благодаря комбинезону не промокли. На весь тур ушло около 5 часов, и оно того точно стоило. На пути до нашего следующего жилища мы успели посетить еще несколько водопадов. Первый из них – Гюдельфос, или Золотой водопад. Его высота 32 метра, объем воды, проходящий через Гюдельфос, в среднем составляет 109 метров кубических в секунду и повышается летом до 130 метров кубических в секунду. При больших паводках эта цифра многократно увеличивается. Так, наибольший проток был зарегистрирован в 2000 кубических метров в секунду. А это Сколгафос, один из наиболее популярных водопадов Исландии. Ширина водопада 25 метров, высота падения воды 60 метров. Из-за большого количества брызг, образуемых водопадом, в солнечные ясные дни можно наблюдать одиночную, а иногда и двойную радугу. Ну а на сегодня достаточно приключений, пора на отдых.